Посол ПСЖ заявил, что Мбаппе переходит в Реал. Ханс-Дитер Флик готов возглавить Барселону. Кандидаты на пост главного тренера МЮ и Челси. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Ханс-Дитер Флик готов возглавить Барселону. Ранее стало известно, что бывший главный тренер Баварии и сборной Германии стал кандидатом на замену Хави. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, Флик уже учит испанский язык. Ему нравится вариант с продолжением карьеры в Барселоне. Мадридский Реал определился с приоритетной трансферной целью для центра обороны. Изначально мадридский клуб планировал укрепить позицию центрального защитника в 2025 году, однако теперь сливочные рассматривают возможность подписания новичка на эту позицию на год раньше. Это связано с обилием травм, сообщает Марка. Первую строчку в списке интересующих Реал игроков занимает Лени Йоро из Лиля. Французский клуб оценивает 18-летнего футболиста в 60 миллионов евро, но мадридцы считают эту цену непомерно высокой. В отчете, подготовленном скаутской командой Реала, говорится, что Йоро обладает большим потенциалом для развития на позиции центрального защитника, но также способен выступать на правом фланге. Главной помехой для трансфера может стать только его трансферная стоимость. Жозе Мауриньо считает, что Рома его предала. Римский клуб уволил Мауриньо с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года. Как сообщает Tuta Mercato Web, тренер почувствовал себя преданным своими игроками и клубом, который сразу же назначил Даниэля де Росси ему на замену. Жозе не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги Конференций. Он оставил его в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини. Марк-Андре тер Штеген близок к возвращению на поле. Вратарь Барселоны не играет с 12 января из-за боли в спине. В декабре он перенес операцию, а позавчера вернулся к тренировкам в общей группе. Сейчас все указывает на то, что тер Штеген попадет в стартовый состав Барсы на матч против Гранады, который состоится 11 февраля. Клуб хочет начать задействовать его как можно раньше, пишет АС. Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться Рафинья и Серджио Роберто. Японский защитник Арсенала Такехиро Томиясу подпишет с лондонским клубом новый долгосрочный контракт, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, в самое ближайшее время Арсенал объявит о достигнутой договоренности с 25-летним футболистом. Напомню, что Томиясу перешел в Арсенал из Болоньи в 2021 году. В текущем сезоне защитник провел за канониров 20 матчей во всех турнирах. В них он смог отметиться 1 голом и 3 голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Челси рассматривает возможность назначения наставника ливеркузенского Байера Хаби Алонсо на пост главного тренера. Как сообщает Sportzone, в Челси заинтересованы в приглашении испанца, поскольку владельцам и руководству лондонского клуба нравится работа Алонсо в немецкой Бундеслиге. Также Хаби называют одним из главных претендентов на замену Юргену Клоппу, который в январе объявил об уходе из Ливерпуля по завершении нынешнего сезона. На данный момент Байер под его руководством возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка, 16 побед и 4 ничьих. Манчестер Юнайтед провел переговоры с 2 тренерами, которые могут сменить Эрика тен Хага, сообщает Scots Offside. По их данным, у МЮ был первоначальный контакт с Хулином Лопетеги и Антонио Конте, чтобы оценить их как потенциальных кандидатов на случай, если они решат заменить Тен Хага в конце этого сезона. На данный момент у Красных Дьяволов нет немедленного желания расстаться с Тен Хагом, хотя форма команды временами в этом сезоне вызывает некоторую обеспокоенность. И вполне возможно, что специалист не продолжит карьеру на Олд Траффорд, если не произойдет явных улучшений во второй половине сезона. На данный момент Манчестер Юнайтед занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков.
Бывшая французская футболистка Лор Було, которая сейчас является послом ПСЖ, заявила, что она получила убедительную информацию от серьезных источников об уходе Кильяна Мбаппе в мадридский Реал по окончании текущего сезона. Довольно последовательные и серьезные источники мне сообщили, что это уже сделано. Эта мыльная опера похожа на ту, что мы уже проходили. Во время последней мыльной оперы в 2022 году до меня доходило не так уж много информации, а теперь впервые мне говорят, что переход Мбаппе в Реал уже свершившийся факт. Приводит слова Було RMC Sport. Также Фабрицио Романо сообщает, что ПСЖ подготовил запасной план на случай ухода Мбаппе. Кроме того, по его сведениям, если Мбаппе решит подписать контракт с Реалом, то его зарплата будет значительно ниже, чем сливочные предлагали французу в 2022 году. При этом в раздевалке мадридского клуба разделяют уверенность в подписании Кильяна. Еще по информации Independent, Реал и Мбаппе по-прежнему не могут договориться о зарплате. Мбаппе считает, что пришло время для нового этапа в его карьере, однако текущее предложение Реала не устраивает игрока и его окружение. Сообщается, что ПСЖ готов предложить Мбаппе продление контракта, но увеличение зарплаты по новому соглашению не будет существенным, поскольку лидеры Лиги 1 настаивают на смене стратегического направления. Также утверждается, что француз рассматривал Ливерпуль и Арсенал в качестве возможных вариантов продолжения карьеры, однако клубы из АПЛ не намерены менять структуру зарплат ради него. Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал информацию о том, что главный тренер Болоньи Тьяго Мотта и тренер Барселоны Атлетик Рафаэль Маркес могут заменить Хави. Я не особо слежу за работой Мотты, потому что он не тренирует испанскую команду, за которыми я обычно слежу. Я наблюдаю за работой Маркеса, потому что он работает здесь. Он является молодым тренером, который прогрессирует, преодолевая трудности, сказал Деку. Адвокаты бывшего защитника Барселоны Дани Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей в деле об изнасиловании, утверждает АС. Защитники подсудимого не смогли сократить срок тюремного заключения, но договорились со стороной обвинения о сумме компенсации за принесенный ущерб. Слушания будут продолжены и завершатся 7 февраля. Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца 9-летнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации. 20 января 2023 года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в свой адрес и неоднократно менял показания по делу. Лисандро Мартинес пропустит остаток зимы. Как сообщает журналист Гастон Эдул, у защитника Манчестер Юнайтед выявлено растяжение боковой связки колена. Худший вариант уже исключен. Восстановление займет от 1,5 до 2 месяцев. Необходимости в операции нет. В текущем сезоне Мартинес провел в АПЛ 8 матчей. Он пропустил почти 4 месяца из-за перелома плюсневой кости стопы.